Эх, ну разве не чудесна ли эта мелодия? Так или иначе, всех приветствую на моем канале. Сегодня вы увидите прохождение Calamity мода за класс разбойника. Это необычный класс, которого нет в ванильной террарии, но уж поверьте, вам точно понравятся его новые способности и механики. Подробнее о них я расскажу в этом видеоролике. Ну что ж, не буду вас томить, приятного просмотра. Создаем персонажа, настраиваем мир. Автоматические названия в террарии просто отдельный вид искусства. Я, пожалуй, выберу багрянец. Кстати, хочу предупредить вас, маленькие миры не поддерживаются Calamity. Наконец мы заспавнились в мире, открываем мешок, который по стандарту должен быть в инвентаре. Тут много всяких годных прибамбасов, но они будут полезны лишь на первое время. Нас же интересует метательный кирпич, 17 разбойного урона. Сгодится. По традиции добываем дерево, строим начальный домик. Сразу обустрою склад, чтобы потом вещи не пришлось перебирать. Ох, ну прежде чем все это сделать, надо бы здоровье подкачать, первоначальные аксы для мобильности найти, да и всякие станки в доме поставить. Ну вот и день наступил. За дело. Слева оказалась пустыня, добываем кактусы, они понадобятся для нового оружия. Дорогу преградил багрянец, туда я идти не решился. Ну раз так, проведаем правую сторону мира. Захотел я пойти обратно, как вдруг встретил вольфрамового дрона, с них падает важный компонент, вольфрам. Не путать с вольфрамом, но чё-то как не вышло. Ну вот я и дома. Из кактусов, собранных в пустыне, теперь можно скрафтить мерзкий чоуа. По сути, это просто кактусовые метательные снаряды. По пути я встретил 3 больших дерева, вот оказался не очень-то и полезным, и идем дальше. Спустя долгого времяпровождения в шахте я нашел аксессуары, а именно ботинки и бутылка в банке с песчаным духом, то есть двойной прыжок. Что? Ладно. А еще мой жизненный запас пополнился. Пора бы уже скрафтить первую бронь и оружие. Из 50 вольфрамовых ножиков, 3 алмазов и 3 звезд можно сделать кристаллин. Это первое нормальное оружие разбойника. Но алмазов я, к сожалению, в шахте не нашел, зато я его прилично откопал. Готово. Выглядит имбово. За броней идем в снежный биом. Там добываем 120 блоков снега. И в шахте с этих чудиков выбиваем 4 меха сфлинкса. Из этого создаем свой первый сет – доспехи снежного бандита. Звучит очень страшно. Теперь время рассказать об основных механиках разбойника. Мы надели броню для разбойника, и под нами появилась шкала. При ее наполнении следующий удар будет намного мощнее обычного. А также, пока шкала заполнена, вас меньше замечают мобы, так как вы становитесь невидимым. В принципе, мы уже практически готовы сражаться с первыми боссами, но перед этим залутаем планеты в космосе, про которые я благополучно забыл. Там мы также получим сердца жизни и прочие ништяки. Почти ваншотну, благодаря накопленной скрытности. Это особенность данного класса. Меч, как полезно. А вот и большая планета, в которой находится секретная лаборатория. Эти структуры генерируются по всему миру. В данном случае мы нашли лабораторию космоса. Она, как и все, охраняется турелями. А в сундуках этой лаборатории будут находиться различные схемы. Сомнительные покрытия, из которых много чего крафтится, и катки для растений. Я решил долутать острова поменьше. В них находились сердца жизни. Вернувшись домой, я принялся рассортировывать весь мусор по сундукам. Как вдруг у себя в инвентаре нашел какой-то журнал Дрейдона. Вероятно, выполнил с сундука лаборатории. Вот что там написано. Довольно странное содержание, но думаю, если собрать все истории воедино, получится что-то осмысленное. А я напомню, лабораторий 6, и лаборатория каждого биома со своим уникальным содержимым. И еще хорошо бы достроить комнаты для жителей, чтобы туда заселились нужные нам NPC. Пока они думают, заселяться или нет, я решил подготовиться к битве со следующим боссом, а именно Пустынный Бич. Гуляю, значит, по подземной Африке и нахожу призывалку босса в сундуке, да и плюсом ключ пустынный. Делаем арену. А теперь важная информация, я буду проходить Calamity не в классическом мастере, а в режиме месть. Теперь у меня появятся 2 шкалы, ярость и адреналин. Ярость заполняется при битве с боссом, адреналин заполняется только в том случае, если вам не наносит урон. При получении шкала обнулится. Но плюс адреналина в том, что он дает плюс 200
30% к урону на протяжении 5 секунд, в то время как ярость всего лишь плюс 50%. Перед битвой я выбил аксессуар специально для разбойника, а именно драгоценность беглеца. Он добавляет дополнительную атаку, если удар происходил в режиме скрытности. Меньше слов, больше дела, погнали проходить. Ладно, не буду рассказывать сказки, я, мягко говоря, облажался. Хотя чё, это же не я бот, это аксы плохие. Занимаюсь я тут, значит, своими личными делами, и тут в чате пишет, мол, вы чувствуете чьё-то злобное внимание. Пока до меня доперло, что сейчас будет происходить. А в общем вот. Так долго этот позор продолжаться не может. Надо прокачиваться. Для начала сломаем одну сферу в злом биоме, чтобы могло начаться нашествие гоблинов. А еще создадим парочку аксессуаров, талисман рейдера и монета обмана. Они улучшат характеристики разбойника. С вольфрамовых скитальцев выбиваем привод скитальца. Это так даст нам неплохой щит. Проходим вторжение гоблинов, заселяется гоблин-инженер. Делаем морозные ботинки. Соединяем шарик, двойной прыжок и подкову. Получаем гипермобильность. С вот этим снаряжением уже точно не стыдно идти в бой. Важно, при битве с боссами перед тем как атаковать нужно обязательно дожидаться скрытности. Только в этом случае дамаг будет хорошим. Фух, лишь бы вновь не обосраться. Ну что же, поехали. Ну наконец-то! Да, я серьезно радуюсь победе над самым первым боссом. Открываем мешочек, и нам не выпало оружие на разбойника. Ну конечно, как еще без этого? Придется второй раз проходить, но перед этим обновочку сделаем. Берем все вот эти ракушки, звездочки, коралики, которые выпали с бича, и создаем из них морские останки. Из 12 штук морских останков уже создаем броню на разбойника. Бонусы этой брони просто намекают нам на то, что ты не сиди на месте, иди в бездну. Но до бездны мне еще рано, поэтому сейчас выбью оружие с бича. Да ё-моё, опять не выпало. 2 hours later. Короче, я гений и оказывается перепутал оружие. С этого бича на разбойника падает полный швак, а мне надо было вот это оружие. Оно продается у этого NPC, который приходит после убийства гигантского моллюска. Но эти упыри заняли все каюты, это означает, что пора обновить жилье. Как же я обожаю дома-коробки, они так симметричны и эстетичны, как говорил один великий гений. Да почему тебя вообще должно заботить благополучие каких-то пикселей? Ну а теперь можно и с глазом к туху сражаться.
Хоть босс мне и показался легким, но это было офигенно. Спасибо, Ктулху, было приятно иметь с тобой дело. Сразу экипируем его щит, в Каламите без дэшев просто не обойтись. Конечно, будут таксы и получше с этой способностью, но сейчас довольствуемся тем, что имеем. Теперь нам надо убить гигантского моллюска. Он спавнится в биоме Потерянного моря, прямиком под пустыней. Так как бой будет происходить в воде, экипируем арктическое водолазное снаряжение. Готово. Все, что нам нужно с него, это морской король. Минус 3. Юху. О, а вот и он. Покупаем песчаный доллар и радуемся. Ура, песчаный доллар. Раньше без тебя жил. Я просто обожаю тебя. Так или иначе, надо готовиться к следующим событиям. Кстати, я тут дом обновил. В этом месте я буду собирать все свои трофеи боссов, всю свою броню и истории в рамочках. А в этом корпусе находится мастерская и зона комфорта из деревянных коробок. Мы продвинулись, а значит пора бы прокачаться. Начнем с обновки брони. Так как мы завалили глаз Ктулху, в сильнистом биоме теперь с определенным шансом может начаться событие, а именно кислотный дождь. С мобов, которые будут спавниться во время событий, выбиваем 45 сернистых чешуек и столько же берем с собой кислотной древесины. Ай, как же задрали эти тупые летающие рыбы. Ну все, 45 есть, возвращаемся домой и крафтим сет новой брони. Экипируем. Из бонусов теперь у нас есть дополнительный прыжок, а также при атаке мы докладываем отравление. Сразу скажу, что с этой броней мы будем ходить почти весь до хардмод. До хардмод. До хардмод. А также неплохо бы создать аксессуар. Тихие ножны. Теперь появился повод убить мозга Ктулху, так как для крафта нужен его лут. Строим арену, а теперь на изи выносим. А, да? Серьезно? Вторая попытка. А не будет второй попытки. Точнее, она была, но показывать тот позор на видео я не собираюсь. Ну что это за фаза, черт возьми, такая? Что мне делать? Ладно, оставим мозг в покое, иначе я сейчас просто взорвусь. Никогда не думал, что буду настолько унижен. Но, в принципе, не забываем, что я в режиме мести прохожу, а на этой сложности у боссов добавляются какие-то сумасшедшие фазы. Давайте-ка лучше попробуем пройти Крабулона. С него должны крутые плюшки выпасть, но перед этим хочу добыть один крутой аксессуар для разбойника. Это гнилой собачий клык, который падает с рот-дога. Обычного ночного моба. Готово. Кто прибывает? Так, Крабулон призывается с помощью ракообразного ростка в биоме светящихся грибов. Крафтим призывалку, берем с собой плиты, также закупаемся зельками и идем искать биом светящихся грибов. Помогут нам в этом взрывные сюрикены. Покупаем подрывника. Спасибо за совет. Обожаю эти сюрикены. Что? Скелет в скафандре? Наконец-то я нашел этот биом. Полностью его вычищаем и строим арену. Ну что же, поехали.
Первая попытка промах, но тут чисто из-за арены. Когда босс зажимает, уже просто некуда деваться. Продолжим. Какой гений эту арену строил. Фух, я сделал это. С Грабуона нам выпало неплохое оружие на разбойника и грибной плазменный корень, который увеличивает ярость на 1 секунду. Кажется мало, но даже такое время может зарешить исход событий. Кстати, я, оказывается, ни разу не перековывал вещи у гоблина-инженера. Если что, этот мод просто автоматизирует процесс перековки, но никак не удешевляет его. А теперь с новыми силами пора вновь вернуться к мозгу Ктулху. Без этого моба мы не сможем скрафтить кирку, чтобы добывать адский камень в аду, который очень нам понадобится. Ну что, поехали? Как же ты меня задрал со своей последней фазой. Я тебя породил, я тебя и убью. Наконец-то 10 могильных плит, 10 попыток, черт возьми. Возвращаемся домой, расставляем трофеи и истории в мой музей. И открываем мешочек. Наконец-то у нас есть образец ткани, и мы можем создать аксессуар Тихие Ножны, который повысит нашу скрытность на 10. Теперь у нас 80 единиц скрытности. Отлично. О, метеорит упал. Крафтим новую кирку, которая добывает адский камень. А также улучшаем талисман алхимика до 2-го уровня. Это из этого мода, если что. Талисман 1-го уровня нам выпал с глаза Ктулху. Что касается оружия, нам в любом случае придется спускаться в ад. Сделать это нам помогут взрывчатые сюрикены из Фаргас мода. Лютая имба. О, фига, куплу до гида прям сразу. Ладно, спасибо. Спустились, а теперь добываем адский камень с помощью зелья обсидиановой кожи и обсидиан ради инфернального криса. Это расходуемое оружие. Еще нам понадобится пепельный сталактит. Это не расходуемое оружие, может выбить с огненного беса. Пока добывал адский камень, увидел огненного беса, который сильно меня задалбывал. И мне с первого же раза выпал пепельный сталактит. Кайф. Так как я был в аду, то не упустил возможность получить обсидиановую розу, амулет лавы и обсидиановый череп. Крафтим те работы. Ставим адскую кузню, создаем слитки адского камня, крафтим инфернальный крис. Ну, 4000 штук будет достаточно. Итак, тестовая атака. Ой, я, по-моему, поджарил кого-то. Капец он мощный. О, поросенок. Сорян. А, ты все еще жив? Окей. Теперь мы готовы биться с перфораторами. Для сравнения, вот урон, если спамить, и вот урон, если дожидаться скрытности. А вот и киста перфораторов. При ее убийстве призовется сам босс. Расчищаем местность и приступаем к постройке арены.
Готово. Вот, кстати, снаряжение, которое я буду использовать при битве. Это сернистый комплект брони, пепельный сталактит, инфернальный крис и вот эти вот аксессуары. Ну что же, поехали. Не самое лучшее место для призыва, конечно, но других выходов нет. Ну отлично, пока добирался до арены, уже полурожи снесли. О, первый червь пришел. Ну, как бы исход очевиден. Попытка номер 2. В целом босс не такой уж и сложный, копишь ярость, адреналин, скрытность и червяки просто ваншотаются, а разум Улей просто летает сам по себе и его снаряды вообще не представляют никакой опасности. А так босс мне понравился. Возвращаемся домой, расставляем экспонаты в музей, открываем мешочек. Фига сколько предметов. О, первый питомец. Но из всего этого нам нужна только окровавленная перчатка, экипируем вместо шарика. Оружие нам не понадобится. После убийства перфораторов на Небесных островах появится новая руда, а именно аэролитовая. Добываем. Возвращаемся домой, крафтим небесную мельницу, на которой мы можем сделать предметы из аэролитовых слитков. Крафтим крылья горизонта и турбулентность, это будет наше основное оружие. Еще аксессуар перьевая корона на разбойника. Перековываем большинство вещей на безмолвный, что даст нам более быстрое накопление скрытности. А еще крафтим новый сет брони, аэрофазовый. Готово. А старый комплект по традиции в музей. Следующий босс это скелетрон. Идем к данжу и строим для него арену. Что это за моб, черт возьми? Рыбак? Серьезно? О нет, он покинул нас. Какие же вы надоедливые. Ну все, строительство окончено. Let's go, проходите. Без комментариев. Вторая попытка. Минус рука, еще одна. Что? Он восстановил их? Ну ладно, без проблем. В целом босс не особо сложный, единственное мне не понравился его спрайт из ресурс пака Calamity. И очередной раз готово.
Возвращаемся домой, вещи в музей, с мешочка выпало какое-то говно. Ну да ладно, теперь идем лутать данж. Эх, классика, на каждом ходу сраные ловушки. Буду сразу разрушать плиты, которые их активируют. Опа-на, кобальтовый щит нашел. В принципе, нам тут больше ничего и не нужно. Возвращаемся домой. О, гоблины, я уже по вам соскучился. После убийства скелетрона у нас появляется возможность открывать сундуки бездны. Чтобы спокойно себя чувствовать в этом неспокойном водоеме, нам надо использовать вот эти вот вещи. Спускаемся в бездну, ищем там сундуки, нам нужно оружие на разбойника. Но долго я тут продержаться не смогу, так как воды этого биома ядовитые, и я через некоторое время буду получать урон, в конце концов умру. Кстати, мы можем использовать комплект сернистой брони, у нее есть бонус, который поможет нам находиться в бездне дольше. Одеваем и заплываем. О, так-то лучше. На уровне поглубже ядовитые воды на нас не действуют, так что можно спокойно лутаться. О, а вот и рыболев, отныне наше основное оружие. Да, кучу сундуков я залутал, теперь пора домой. Весь инвентарь забит, все ненужное оружие на другие классы продаем. Также сортируем вещи, экипируем оролитовый комплект брони, а наше основное оружие перековываем. Нифига себе, это оружие мало того, что сразу наносит неплохой дамаг, так еще и потом постепенно наносит урон. Идеально. После убийства скелета прибыл портной, покупаем у него шарф парирования, экипируем вместо щита Ктулху. Теперь мы можем делать рывки прямо во врагов. Хочу сказать, что мы близки к концу до хард мода. Нам осталось победить всего 2 боссов. Это бог слизней и, конечно же, стена плоти. Следующий как раз таки бог слизней. Чтобы его призвать, нужно создать перегруженную слякоть из 40 гибельного гелия, который выпадает из злых слаймов, и из 40 блоков злого биома. Готово. Новая арена строить не придется, ведь у нас уже есть багрянцы. Призываем. Капец, а чё так сложно? Думаю, надо поменять тактику. Сначала убиваем слизня одного вида, потом другого. Поехали! Да как же вы задрали? 5 причин, почему это несправедливая битва. Во-первых, они вдвоем на одного. Во-вторых, могут телепортироваться прямо в тебя. В-третьих, спавнит каких-то мелких ублюдков, из-за которых невозможно по арене перемещаться. В-четвертых, когда он разделяется, становится в 1,5 раза сложнее. В-пятых, ты еще должен следить за поганым ядром, которым может вылететь на тебя в любой момент.
Фух, наконец я их осилил. Открываем мешочек, юзаем этот баф, обновляем отвердитель на новый станок. На нем уже в свою очередь крафтим сет статигелевой брони. Оружие оставляем тоже. Рыболев должна прекрасно справляться со стеной плоти. Теперь телепортируемся в ад и расчищаем огромное пространство для арены. В этом нам помогут взрывные сюрикены. Опа-на, новые пополнения в коллекцию. Строю я, значит, арену, и тут каким-то образом призывается стенка. Как я понял, куку-воду прямиком с лап-демона упала в лаву. Так или иначе, пройти ее мне не удалось, так как арена закончилась. Тухлое яйцо. Ну, он этого заслужил. Так, арену я продлил, гид прибыл, теперь можно начинать. И снова неудача. Думаю, лучше поставить аксессуары на мобильность. Теперь я точно уверен, что эта катка будет финальной. Наконец-то я сделал это. Возвращаемся домой, ставим реликвию и историю, а также обнаруживаем первых хардмодных мобов. Открываем мешочек, юзаем баф на дополнительную ячейку аксессуаров, экипируем нового маунта. Но этот ролик подходит к концу. В целом класс разбойник мне понравился, так как он полностью новый относительно ванильной террарии. Все оружия также новые и по-своему уникальны. И у класса есть механика скрытность, это тоже очень круто. Если ты хочешь увидеть продолжение этой рубрики, а дальше нас ждет хардмодная часть игры, и поверьте, она намного больше и интереснее, прошу поставить лайк и написать комментарий, будет интересно услышать твое мнение об этом видеоролике. И наконец давай посмотрим, сколько смертей было за это прохождение. 41 раз. Ну, за The Hard Mode нормально.